Сегодня 17 июня, я прибыл в Венецию. Добро пожаловать в Венецию. Город, где улицы заменены каналами, а мосты соединяют не просто берега, а эпохи и истории. Здесь нет машин, нет обычной городской суеты. Есть лишь тихое плескание воды, мерный стук весла по гондоле и легкий шелест ветра между старинными фасадами. Каждый уголок Венеции дышит прошлым. Каждый камень хранит память о купцах, художниках, путешественниках и венецианских легендах. Сегодня мы отправимся в путешествие по этому удивительному городу, чтобы почувствовать его атмосферу, увидеть его красоту и услышать его истории. Венеция не возникла случайно на воде. Первый период строительства относится к V-VI векам, когда жители материка искали убежища от нашествий варваров. Они осели на болотистых островах лагуны и начали укреплять землю с помощью деревянных свай. Интересно, что сваи изготавливались из дуба и лиственницы. Деревья предварительно замачивали в пресной воде, чтобы они не гнили. Под тяжестью зданий древесина со временем каменела, а сверху возводились дома из кирпича и мрамора. Эта технология позволила возвести целый город на воде, который стоит и сегодня. Венеция росла постепенно. 9-12 века – строительство первых каменных мостов и церквей, 13-15 века – расцвет архитектуры эпохи готики и Ренессанса. Именно тогда появляются знаменитые дворцы на Гранд-Канале, украшенные резьбой и лепниной. Венецианцы были инженерами по необходимости. Каналы выполняли сразу несколько функций – транспортную, защитную и водоотводную. Система дренажа и шлюзов позволяла частично контролировать приливы и осушать болотистые участки. Каждый дом имел фундамент из 1000 свай. Сверху каменный цоколь, а затем жилые этажи. Благодаря этому даже сегодня можно увидеть здания, которые стоят почти 1000 лет. Венеция долгое время была не просто городом на воде. Это была могущественная морская республика, известная Европе. Ее расцвет пришелся на 13-15 века, когда торговцы Венеции контролировали морские пути, доставляли пряности, шелк, драгоценные металлы и редкие товары из Востока. Республика обладала уникальной системой управления. Дож, глава государства, избирался на пожизненный срок, но его власть ограничивалась Советом 10 и Сенатом. Такая структура позволяла Венеции оставаться независимой и устойчивой, одновременно развивая торговлю и армию. Венеция была настоящей финансовой державой. В ее казначейских хранилищах хранились значительные суммы золота и серебра, поступавшие с торговли и морских экспедиций. Здесь чеканили золотые дукаты, которые стали одной из самых стабильных валют в Европе. Одновременно город славился мастерскими, где изготавливали изделия из драгоценных металлов, которые экспортировались по всему континенту. Однако могуществу Венеции пришел конец в 1797 году. Наполеон Бонапарт вторгся в Италию, и республика была вынуждена уступить контроль над городом Франции, а затем Австрии. После почти тысячелетней независимости Венеция перестала существовать как суверенное государство. В следующее десятилетие город находился под управлением различных держав, пока в 1866 году, после Третьей войны за независимость Италии, Венеция не была присоединена к королевству Италия. Этот момент стал важным этапом объединения страны и завершил многовековое существование Венецианской республики. Сегодня следы ее былого могущества можно увидеть в архитектуре. Величественные дворцы торговцев, грандиозные площади и богатые церкви напоминают о времени, когда Венеция контролировала морские торговые пути и хранила свое золото в казначейских сейфах. Легенда о богатстве и мощи республики живет и по сей день, придавая городу особую загадочность. Невозможно представить Венецию без ее воды. Каналы – это не просто улицы, это живые артерии города. Гондолы скользят по ним, отражаясь в воде, создавая ощущение, что город плывет сам по себе. Площадь Сан-Марко – сердце Венеции. Колокольня возвышается над городом, а собор поражает своей красотой и величием. Сквозь арки и витражи видна гармония готики, Ренессанса и барокко. Во время посещения Венеции я побывал в Национальной библиотеке и встретился с ее директором. Национальная библиотека Венеции – это одна из старейших библиотек Италии. Она хранит более 1 миллиона томов, включая редкие книги, карты, рукописи и печатные издания 15-16 веков. Здесь собраны уникальные материалы по истории Венеции, а также по искусству, философии и науке того времени. Среди самых ценных экспонатов древние рукописи, записи путешественников, а также первые печатные книги, которые почти невозможно увидеть сегодня где-либо еще. So we are here in Piazzetta San Marco. This is one of the most beautiful
place squares in the world. This is Palazzo Ducale, the palace of the Dukes of Venice. That is, it was the seat of the power of the Republic of Venice. A wonderful building. And here you see near Palazzo Ducale the Basilica of San Marco. That was at the beginning the chapel of the palace. But you see, it is an impressive building because if you see, there is the only part in bricks, and the other parts of the building are decorated with marble from Constantinople. And here you see the bell tower of the Basilica of San Marco. Unfortunately, it is not the original. It was built again after the original one collapsed at the beginning of 20th century. And here you see in front of Palazzo Ducale, here you see the seat of the Marciana Library, that was the public library of Venice, founded by Cardinal Bessarione in the 15th century. But the building was designed in the 16th century. You see that it is a masterpiece of the Italian Renaissance, and it is a very different style if you see in comparison Palazzo Ducale, because Palazzo Ducale is in a Middle Ages style, and the Marciana Library is in a Renaissance style. But the architect of the Marciana Library, Sansovino, tried to build how can I say, a building that was not in contrast, in oppositions, how can I say, with Palazzo Ducale, because you see the styles are different, but you see the same structure. That is a portico, you see, that is both buildings seems to be empty. Yes. With a more with a heavier structure in the upper side, in the upper part, and after that naturally they are different, because here you see the Middle Ages and here you see the Renaissance. But also if you go to see the particular parts, you see that, like in the Palazzo Ducale, you see sculptures. For example, you see the old man in the ark. And if you go, here, you see that every part of the library has a wonderful decorations. And now there is a restoration, but here see, and they are the myths of the Greek mythology, of the Roman mythology. If you go to see to Palazzo Ducale, you see that on the columns there are also sculptures and so on. So that it is like a mirror. So it is a very different style, but like a mirror, Sansovino, the architect, tried to build something that was not only in competition but in harmony. How many books do you have in the library? A lot of books, almost a million. And is the library now popular among people? I mean, how changes, how people change in the last 40 years, because technologies like internet was, and before that people visit libraries, and now is it libraries popular like 40 years ago? Maybe not so popular, but also because unfortunately the town of Venice
had lost inhabitants. That is, 40 years ago there were more inhabitants than now. So that if you and there is also a third factor. That is, 40 years ago there were less libraries in Venice than now. Now in Venice there are more libraries than now because the university libraries are. There are more university libraries than now, and so we have competition. So, but we have still now, right now, a lot of people who come here to see the books and so on. Most books here in Italian. Yes, most of the books are in Italian. We have a lot of ancient books that are also in Latin, in ancient Greek, but also in other languages, like English, German, and so on. And we have also some, I would say, quite rare books. For example, we have books printed in the 17th century in Japanese language, but in Latin alphabet. Oh, Yes, a book that was printed to help the Jesuits who went to Japan to help the people to convert to the Catholic religion, so that they use Japanese language but Latin alphabet. So it is very important for the history of Japanese language too. it's interesting. And what happened during period when a lot of water here on this square? How you save books? We have only very few books at the ground floor, so that when we understand that the tide is growing, we put the books higher than now, and we are sure that the books are safe. Okay, thank you. Спасибо. Yeah. Or дякую. 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 Grazie. Prego. Но архитектура Венеции – это не только дворцы и площади. Узкие улочки, старинные фонари, причалы для лодок, затонувшие ступени, старые кирпичные фасады – все это создает неповторимую атмосферу. Венецианцы живут на воде. Транспорт Венеции сильно отличается от других городов мира. Здесь нет автомобилей и привычных дорог, зато есть каналы, по которым перемещаются почти все. Основной вид транспорта – лодки. Гондолы, которые знают все туристы, используются в основном для экскурсий и романтических прогулок. Для местных жителей важнее вапорета – это водные автобусы, которые ходят по строго расписанным маршрутам, соединяя разные районы города. Для экстренных служб, таких как скорая помощь или пожарная команда, есть специальные моторные лодки, оборудованные всем необходимым. Скорая быстро доставляет пациентов в больницы, несмотря на узкие каналы и плотное движение по воде. Пожарные лодки оснащены насосами и шлангами, чтобы тушить огонь даже в старинных зданиях, расположенных прямо на воде. Доставка товаров тоже уникальна. Почту, продукты и строительные материалы доставляют на лодках, которые могут быть как небольшими моторками, так и крупными баржами для тяжелых грузов. Даже крупные магазины получают доставку не грузовиками, как обычно в других городах, а прямо с воды, разгружая их на специальные причалы. Иногда можно увидеть водные такси, быстрые моторные лодки, которые возят пассажиров по индивидуальным заказам. Венецианцы научились приспосабливаться к особенностям города. Здесь есть свои правила движения, сигналы, парковки для лодок, а водные маршруты составляют сложную, но эффективную сеть. Такой уникальный транспорт делает Венецию неповторимой. Здесь даже повседневная жизнь выглядит как сцена из фильма, где все перемещаются по воде, а узкие улочки и каналы создают ощущение маленького волшебного мира. Венеция – город с удивительной историей и уникальной культурой. Но ее население сегодня гораздо меньше, чем в прошлом. Сейчас в самом городе проживает около 260 тысяч человек. Местные жители, венецианцы, многие века ведут родословные семьи, связанные с ремеслами, торговлей и морским делом. Большинство из них живет на островах Лагуны, а некоторые предпочитают более спокойные районы, вдали от туристического центра.
Последние десятилетия население постепенно сокращается. Причина – это высокая стоимость жизни, проблема с недвижимостью и постепенный отток молодых людей на материк. Несмотря на это, венецианцы сохраняют свои традиции и культуру, передавая ее новым поколениям. Венеция дала миру гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Это уникальная архитектура. Ведь город построен на воде, и его дворцы, церкви и площади вдохновляли архитекторов и художников по всей Европе. Грандиозные фасады и культурные детали – результат сотен лет мастерства венецианских ремесленников. Венеция была центром торговли и обмена знаниями. Здесь встречались Восток и Запад, сюда приходили купцы, ученые и художники. Именно через Венецию в Европу поступали книги, карты, новые технологии и идеи. Венецианские типографии, особенно в XVI веке, печатали важные научные и художественные труды, делая их доступными для всей Европы. Кроме того, Венеция дала миру музыку и театр. Именно здесь зародилась опера, а знаменитые музыкальные школы города воспитали композиторов, чьи произведения сегодня звучат во всем мире. Театральные маски и карнавалы Венеции стали символами праздника и творчества, вдохновив художников, писателей и кинематографистов. Венеция оставила след и в науке. Здесь развивалась астрономия, морская навигация и картография, что позволяло европейским мореплавателям исследовать новые земли и строить торговые маршруты. Венеция – город художников и музыкантов. Здесь каждый фестиваль, каждая лодка, каждая улочка – это искусство, которое живет и дышит вместе с людьми. Yeah. For example, this is my first picture, 1961, with a different style. This is my first periodo, mio primo periodo. Posso parlare in italiano? Sì? Posso parlare in italiano? You understand? Dopo translation? Yeah. Ok. Che mi viene meglio. Queste sono fatte tutte su carta a mano, handmade paper, in original by hand. This is del Carnival of Venice, heavy in reproduction. Limited edition or in original by hand in watercolor. This is a typical Venice mask. Doctor, Aloia, Pierrot, Harlequin, Pantalone, Colombina, Casanova, Pulcinella e Zanni is the first mask commedia dell'arte. This is a handmade paper, the 13th century, the linen. In original only one. This is progression, starting, pantalone. This is a silhouette, essential line, sides and synthesis in abstract. And this is the second time together. Anche this is different. For example, this is a big one, this is small, and line the body. This is over the negative and positive. In progression. This is on my work. Anche questa storia, la commedia dell'arte, the 18th century, the typical Venice master. Possible look inside, because I'm working inside. This is, for example, exhibition in Miami, United States. This is an exhibition in Scotland, in different gallery. In progression, handmade frame. This exhibition in Poland, in Varsavia. Artist, tango, dancer. This is another exhibition in Paris, same the artist. Casanova, Lecchino, Colombina, Pantalone, in progression, master actor. Please. Сегодня Венеция – город, где прошлое встречается с настоящим. В 2024 году Венеция стала лидером по количеству туристов среди итальянских городов. Венецию посетило почти 6 миллионов туристов. Со всего мира
Приезжают люди, наполняют площади. Местные жители продолжают жить по своим ритмам, художники ищут вдохновения. Но город не теряет своего очарования. Венеция остается живым музеем, где каждая гондола, каждый мост и каждый дворец дышит историей. Несмотря на наплыв людей, шум и современные удобства, она сохраняет магию и уникальность, которые невозможно забыть. В 2024 году валовой внутренний продукт региона Венето, в котором входит Венеция, составил 165 миллиардов евро, что составляет около 9% от общего ВВП Италии. Для сравнения, экономика региона Венето примерно в 2,2 раза больше, чем экономика Беларуси. Венеция – это не просто город, это дыхание воды, свет и тень, время и история, сплетенные воедино. Каждый, кто когда-либо здесь был, уносит с собой часть ее магии. Венеция учит ценить красоту, вдохновение и вечное искусство. И даже после ухода ее дух остается с теми, кто однажды ее увидел.